Здравствуйте, меня зовут Владимир Солодовников. Я предлагаю вам курс лекций по истории педагогики. Первая лекция будет вводной. Курс «История педагогики» имеет общий обзорный характер и знакомит слушателей с основными этапами зарождения, становления и дальнейшего развития педагогической науки и практики. Цель курса. Слушатели должны получить адекватное представление о педагогике как явлении в контексте реализации Божьего промысла относительно человека и о педагогике как науке, представляющей собой совокупность фундаментальных, основательных знаний по теории и практике обучения и воспитания личности, способной адекватно функционировать в условиях гражданского общества. Задача курса. Слушатели должны осознать, что педагогика как наука имеет своим основным источником христианство. Слушатели должны приобрести осознанное понимание зарождения, становления и развития педагогики, а также ее вероятных перспектив в условиях современной действительности. Слушатели должны научиться разбираться в системе взаимоотношений в церковной и светской педагогике, четко осознавая как их сходство, так и различия. Слушатели должны научиться понимать актуальность фундаментальных педагогических знаний для христианского воспитания и образования. Курс включает в себя три смысловых блока. Первый блок – основные принципы подхода к педагогическому наследию человечества. Второй блок – основные педагогические теории, а также их практическая реализация и значение. И третий блок касается перманентной актуальности педагогической мысли. Все смысловые блоки выстроены на библейской основе. Курс предполагает 11 тематических лекций, плюс 12 лекция будет связана с ответами, наиболее такие интересные, острые вопросы по истории педагогики, которые обычно возникают у слушателей данного курса. Теперь мы приступим к расшифровке терминологии нашего курса. Мы поговорим о том, что есть история и что есть педагогика, потому что довольно часто у людей возникает такое очень упрощенное восприятие, например, истории. Да? Историю часто считают наукой о прошлом. Но это не совсем так. Вот что это такое, мы поговорим чуть позже. Да? Или когда мы употребляем термин педагогика, то обычно люди думают, что это наука о воспитании малолетних детей. Это тоже не совсем так. И вот для того, чтобы как-то понять, да, чем мы будем с вами заниматься, мы должны разобраться с терминами. Итак, история педагогики. Давайте разбираться сначала с историей. Что есть история? Термин «история» греческого происхождения, он переводится следующим образом. История – это аналитическое исследование событий, происходящих во времени и пространстве. Вот это уже в самом термине, да, заложена некая такая сложность исторической науки. Обычно принято считать о способности в школе, да, когда дети учатся в школе, то им говорят, что с историей у вас не будет никаких проблем, если вы будете иметь хорошую такую память и у вас будет хорошо подвешен язык. То ли дело математика, там думать нужно. И вот и получается, что уже у детей в школе закладывается такое представление, да, что история – это что-то такое легенькое, да, то есть, или есть такая замечательная русская пословица «мили-емеля твоя неделя».
Но на самом деле, вот вы вникните, пожалуйста, в этот термин, да, история – это аналитическое исследование событий, происходящих во времени и пространстве. То есть само исследование, да, как таковое, да, этот процесс довольно трудоемкий. А аналитика, которая является составной частью исследований, да, вот, это тоже, в общем-то, довольно сложно. Да? Вот что такое аналитика? Это определение того, что есть хорошо, что есть плохо. Как не допустить, чтобы стало хуже, и как сделать так, чтобы стало лучше. Вот, то есть история – это довольно сложная наука. И потом вот тоже вот интересно, речь идет о событиях, происходящих во времени и пространстве в исторической науке, да? Вот, то есть это не только прошлое, но это настоящее и отчасти даже будущее, потому что грань, да, между настоящим, прошлым и будущим, она очень зыбкая, она очень призрачная, да? То есть история занимается не только прошлым, потому что, ну вот, что есть прошлое? Вот сейчас вы слушаете вот мои слова, да? Через 5 минут вот то, что я сказал, станет прошлым. Сейчас пока что это настоящее, да? Вот. Большой вопрос. Что я скажу через несколько лекций дальше? Это будущее, да? А вот где вот эта граница между прошлым, настоящим и будущим? Ее очень трудно определить. Уже в этом сложность исторической науки. Потому что фактор времени, он, как и, впрочем, все, он пребывает в руках Бога. В руках Бога. И вот это нужно иметь в виду, что, несомненно, история, да, вот, это наука довольно сложная. В принципе, история как таковая, она двойственна, диалектична. Есть история как объект, да, то есть это некое явление. Ну, иначе говоря, это цепь событий, происходящих во времени и пространстве, или, иначе говоря, это событийный ряд. И свойство истории как явления – это объективность. События, они были или есть такие, какими они были или есть. Вот, и как говорил поэт, жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. Вот, то есть история как явление или как объект исследования обладает таким свойством, как объективность, А существует также история как наука, то есть история как субъект. Что такое наука? Наука – это совокупность фундаментальных, основательных знаний для последующей реализации на практике, то есть в повседневной жизни. И вот обратите внимание, что это совокупность очень глубоких, основательных знаний, причем таких, которые требуется реализовать, да, осуществить на практике. То есть это тоже говорит, в общем-то, о сложности истории, да, как, например, как науки. То есть в известном смысле это наука элитарная. Вот. Но при всем при том, у истории как науки, ну, существует некоторые свойства, как, впрочем, у истории как явления. Если свойство истории как явления – это объективность, мы уже об этом говорили, то вот свойства истории как науки несколько иные. История как наука субъективна, интерпретационна и относительна. Причем, смотрите, интересная вещь, что речь идет о очень глубоких познаниях, Тем не менее, при всем при том, что познания, предполагается, научные познания должны быть глубокими, они, тем не менее, субъективны. Чем определяется субъективность? Ну, она определяется прежде всего личностью человека, который
занимается исторической наукой. Вот эта субъективность, она определяется сферой его научных интересов. На нее влияет фактор этнической принадлежности, религиозной принадлежности, культурной принадлежности и так далее. То есть вот даже очень глубокие познания в сфере истории, они субъективны. То есть вот на познание оказывает большой отпечаток, оказывает огромное влияние и накладывает отпечаток личность исследователя, то есть человека, который этим занимается. Поэтому, несомненно, вот для истории как науки характерно такое свойство, как субъективность. Субъективность. Вот. И второе свойство – это интерпретационность. То есть для исторической науки характерно истолкование вот тех или иных событий, происходящих во времени и пространстве. Да? И большой вопрос, да, насколько истолкование, например, совпадает с реальным положением дел. Вот. Какова как бы пропорция вот, между объективностью, да, вот, и интерпретационностью. Вот это тоже очень интересно. Вот. И в конце концов, когда мы изучаем историю, да, мы знакомимся в большей степени с истолкованием. С истолкованием. И третье свойство истории как науки – это относительность. Это относительность. Но ни для кого не секрет, что историческая наука строится на изучении источников. Да? То есть источники бывают прямые, косвенные, есть источники археологические, да, то есть памятники материальной культуры, есть источники археографические, то есть письменные источники, документы, есть нарративные источники и так далее и тому подобное. И вот историк, в том числе и историк, который занимается историей педагогики, он очень зависим от источников. И если, например, он располагает, скажем, очень большим количеством источников, он на них выстраивает те или иные теории, и вдруг выясняется, что есть еще источники, которые он не исследовал. И получается, что вот, в общем-то, тот продукт, который историк выдал, ну, он, так скажем, относителен. Относителен, потому что не все источники были использованы. Вот, то есть это вот то, что можно что можно сказать об истории. То есть историческая история как явление, как наука, это, ну, явление такое довольно сложное. Но, тем не менее, все-таки дорогу осилит идущий. Вот, и в конце концов, все-таки вся полнота знаний, она пребывает у Бога. Вот. Но это вовсе не означает того, что нам не нужно вот заниматься изучением событий, происходящих во времени и пространстве. Наоборот, этим заниматься как раз очень важно, потому что вот, изучая историю, мы можем делать какие-то очень серьезные коррективы в нашей настоящей жизни, да, и также можем прогнозировать будущее. Хотя ясно, что вот вся полнота знаний пребывает у Бога, потому что Бог монопольный держатель истины. А теперь давайте разбираться с термином педагогика. Вот, термин педагогика также имеет греческое происхождение, и вот этот термин производен от двух греческих слов: пайс – ребенок или дитя, и агогейн, то есть вести. Ну, то есть более такой общий перевод – это детовождение. Вот. Ну, в Библии мы встречаем этот термин детоводитель, детовождение несколько раз. Когда вот если вы читаете Библию, вы с этим термином там встречаетесь.
И вот этот термин очень интересен, да, педагогика детовождения. Вот, и сразу же возникают вопросы, вот, кто такой, или что такое дитя? О ком идет речь? Это речь идет о младенце, да? Или речь идет об отроке, или речь идет о подростке, или речь идет о юноше и девушке. Это интересные вопросы, здесь больше вопросов, чем ответов. Вот. И в конце концов, если мы посмотрим на взрослых, то ведь взрослые, по сути дела, это дети, да? Мы вот, ну, если у меня аудитория это взрослые люди, то когда-то эти люди были детьми. И если мы посмотрим на взрослого человека, то при внимательном взгляде на него можно понять, каким этот человек был в детстве. Вот. И довольно часто взрослые люди ведут себя как дети. Не случайно существует такой термин инфантильности. Вот. Это очень интересно. Вот. Или верующие во Христа себя называют детьми Божьими. Вот. И это тоже очень интересно. То есть, вот когда этот период детства, да, начинается, и заканчивается ли этот период? Вот в чем вопрос. Это почти как у Гамлета, да? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Вот. И, конечно, термин педагогика, он используется как конкретном, так и в более общих смыслах. Педагогика включает в себя два основных и взаимосвязанных компонента. Первый компонент – это воспитание, то есть это нравственно-этический компонент. А второй компонент – это обучение, познавательно-практический компонент в освоении действительности. И вот это очень интересно, что, смотрите, вот мы вернемся все-таки к этому термину детовождение. Ведь, по сути дела, человек есть объект воспитания и обучения, ну, во все периоды своей жизни. Вот, то есть, ведь человека воспитывают и обучают не только в школе, да, или, допустим, профессионально-техническом училище или высшем учебном заведении, да, вот, то есть он воспитывается и обучается, ну, например, обстоятельствами своей жизни, да, которые усмотрел Бог, но и много других факторов, мы о них попозже поговорим. Вот, и существует такая особая теория обучения, дидактика, которая напрямую связана с воспитанием. То есть вот мы будем об этом еще очень много говорить, о том, что вот это два компонента воспитания и обучения, они нераздельно существуют, они очень связаны и взаимодействуют, потому что существует воспитание обучающее и обучение воспитывающее. Вот. Но как и вот историческая наука, педагогика, прошу прощения, педагогика, она диалектична. Существует педагогика как явление, то есть это педагогическая практика, да? А существует педагогика как наука, то есть это совокупность фундаментальных знаний по воспитанию и обучению человека для последующей реализации в повседневной жизни. Как явление педагогика, несомненно, долговременна. То есть она существует столько, сколько существует человек. Вот. А вот интересно, что педагогика как наука, она сформировалась только вот где-то к 17 веку. Вот это как раз тоже очень интересно, что Бог усмотрел вообще вот бытие человека таким образом, да, что вот он постоянно открывает для человека новые горизонты. Вот, и постоянно в течение времени, да, создаются какие-то новые науки.
И вот любопытно, что педагогика, что она так, как явление, она очень долговременна, но как наука она молодая. Ну, то есть, что вот с точки зрения истории это 300 или 400 лет? Это как мгновение. Да, и не случайно мы в Библии читаем, есть такой замечательный стих о том, что Господа Бога 1000 лет как один день, и один день как 1000 лет, да? А здесь вот всего-навсего 300-400 лет вот существует педагогическая наука. Это вот о многом тоже говорит, что понятно, что были подходы, то есть педагогическая наука возникла не на пустом месте, были подходы к созданию этой науки в античности и в Средневековье, но, в общем-то, как наука, она сформировалась только к началу нового времени, то есть к 17 веку. Вот. И она молодая, то есть это говорит о том, что нам еще предстоит очень много работать вот в этом направлении, чтобы ее развивать. Вот. Каковы принципы изучения истории педагогики? Вот с чем мы, собственно, столкнемся, когда начнем эту науку, историю педагогики постигать? Первый принцип – это актуальность. Это актуальность. Но дело в том, что ясно, да, что вопросы обучения и воспитания, они всегда своевременны, они всегда актуальны, они не могут просто не быть актуальны, да, потому что существуют семьи, в семьях есть дети, да, вот, которых требуется обучать, да, воспитывать, да. В конце концов, человек в течение всей своей жизни, да, он тоже подвергается вот уже, скажем так, в более взрослом возрасте, да, и обучению, и воспитанию. Вот. И таким образом получается, что история педагогики, она всегда актуальна. И мы будем анализировать наиболее такие основополагающие педагогические теории. И вот теории, которые создавались в 17 веке, в 18 веке, в 19 веке, в 20 веке, они во многом не утратили своей актуальности. Ну, например, в Германии в XIX веке был такой интересный педагог Гербарт. Так вот, Гербарт, например, считал, что процесс обучения и воспитания он должен быть управляемым. То есть он должен иметь четкую структуру, да? Мы должны иметь цели воспитания, задачи воспитания, методы воспитания, мы должны замерять результаты воспитания, общие результаты и промежуточные. Вот. Актуально это сейчас? Конечно, несомненно актуально. Вот. И второй принцип – это объективность. Изучая историю педагогической мысли, да, и практики, мы должны понимать, что основоположники педагогической науки, они во многом были правы, а во многом были и неправы. И вот я только что вам говорил о немецком педагоге XIX века Гербарте. Он, например, считал, да, что очень важно управление обучением и воспитанием. Но вот метод, например, воспитания обучения наиболее эффективный, он видел в подавлении личности. То есть понятно, что это воспитуемое или обучаемое. Это неправильно, это нехорошо, это неверно. Вот. То есть мы должны при изучении педагогической науки, истории педагогики, мы должны видеть все про и контра, да? То есть мы должны хорошее принимать, развивать, а от плохого решительно отказываться, да, как в Библии сказано, это что, все испытывайте, хорошего держитесь. Вот. Ну и третий принцип изучения истории педагогики – это многоаспектность. Дело в том, что те люди, которые создавали очень интересные педагогические теории, те люди, которые внесли большой вклад в практику педагогической деятельности, они ведь были
людьми развитыми очень многогранно. Очень многогранно. Например, если мы возьмем такого теоретика педагогики, как Жан-Жак Руссо, то он был известным философом, он был драматургом, он был музыкантом. И также, если мы возьмем других деятелей педагогической науки, например, Лев Николаевич Толстой. Но Лев Николаевич Толстой всему миру известен прежде всего как писатель-беллетрист. Но Лев Николаевич Толстой, это вот очень интересно, он свыше 50 лет своей жизни он посвятил теории и практике педагогики. Он создавал школу, он создавал учебники и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот. Или другой деятель педагогики Николай Иванович Пирогов, но он всему миру известен как основоположник военно-полевой хирургии. Но он одновременно был и организатором системы образования в Российской империи вот в середине XIX века. То есть вот эти примеры, они нам говорят о том, что вообще люди, которые занимаются педагогикой, да, вот, это не обязательно какие-то там значимые теоретики, практики, но и вот среднестатистические, например, учителя. Ну, конечно, они должны, и это предполагается, быть личностями многогранными, то есть не замыкаться только там в пределах там своего предмета, но и многое знать, многое что и другое за пределами предмета, что позволит им быть уважаемыми среди учащихся. Таким образом, вот мы сейчас переходим уже к другому вопросу. Это вопрос о педагогике как явлении. Это уже будет вторая лекция.